Друзья, господи, простите меня за то, что в этом видео меня будет так плохо слышно. Дело в том, что на тот момент, когда я записывал эту серию, у меня в комнате шел ремонт, и мне пришлось ненадолго переехать в другую комнату, а, соответственно, пришлось перетаскивать компьютер и микрофон. И, видимо, из-за того, что я его вытащил из USB, а потом воткнул обратно, у меня слетели настройки его громкости, и в итоге на видео меня оказалось очень плохо слышно. К сожалению, с этим поделать я ничего не смогу, потому что аудио у меня записывается одной единой дорожкой, что звук с микрофона, что звук с игры. Собственно, дико за это извиняюсь, но давайте, наконец, все-таки смотреть это видео. Who's the best space dog? О, где моя хорошая, хорошенькая моя, ты просто космическая. Hey, who's the best hairy cosmonaut? It is indeed a lovely sunset, and it reminds me of the skies of Peru. I didn't? I never told you about the wonderful Sky City? Well, it was an extraordinary place, but one filled with dangers. Well, it might have been simple for you to cross it, but you were in a space capsule. I had to rely on my own 2 feet, my noshki. Feet which, I might add, had just crossed the interior, beaten the villain Toll, and helped inspire the Yank to a workers' revolution. Oh, that's all very easy for you to say, but your idea of civilized behavior is licking your own bottom in public. No. My adventures above the clouds were filled with untold dangers, death-defying escapes, and some really quite extraordinarily large bielorybitsa. And it happened like this. Всем привет, с вами Дима, и сегодня мы продолжаем, а если точнее, то заканчиваем играть в Little Orpheus. Сегодня у нас остался уже последний эпизод, и называется он «Орфеус». Собственно, давайте мы его и начнем. Weeks had passed since I left Plutonia, and one evening, exhausted, Видимо, это I simply просто fell как asleep at the foot of a дополнительная strange windmill. история, And when I awoke, ну, то есть не относящаяся well, к that thought didn't cross my mind. I was exhausted after all. основному сюжету. Ну, This is давайте beside the посмотрим. point, my nosy canine friend. What matters is this. When I awoke, the windmill and the ground around it had been carried Это high какой-то, into the air. What этот, magic was this? Что за магия? что за магия? Это, по-моему, какой-то As unlikely, perhaps, as a воздушный город suitcase-sized или dog что-то типа orbiting того. the center of the Earth for many years. А, Quite. то есть я его должен вот так толкать теперь, все понял. Quick as a flash, как молния, my training leapt into play, and I began to paddle the strange contraption through the clouds in search of answers. Блин, очень красиво, конечно. Эта игра It is очень entirely красиво possible сделана. that a miller who owns a windmill capable of levitating high into the air крайней may мере, на мой also вкус. own a flying machine. Oh, now you're just being silly. May I continue my нравится вот recounting эти of вот how I гав-гав, sailed over the sky которые, gardens towards the пишут mystical с city of текстом. Peru? Oh, I must, my мой ушатый друг. I must. Мой ушатый друг. О, смотрите, там еще, кстати говоря, эти такие же воздушные шары. Мой ушатый друг, блин. Иногда с его фразочек я просто, я не знаю, ржать очень хочется. Так, а дальше чего? Восходящий поток воздуха, то есть мы так можем летать, пока мы в нем находимся, понятно? Играет немножко переработанная темка
О, вот это прям прикольно вообще. По-моему, еще вверх-вниз немного можно перемещаться в этом потоке. Очень What красиво. powerful emanations! What mighty gusts! What an epic squall! They reminded me of cousin Pavel, yes! But whereas his rearward zephyrs could curdle milk and tarnish the teaspoons, Опа. these magical wafts only serve to carry me aloft and onwards. На самом деле, игра-то сделана очень красиво, но я уже хочу поскорее ее допройти. Так, удерживайте, чтобы взаимодействовать. Ну, хорошо, удерживаю и чё? Вот, хочу ее уже... Так, вращайте. А куда я его должен вращать? А, о, просто держать вниз. Прижимать его как бы вниз. И сколько мне так крутить? У меня уже сейчас палец отвалится, я его сейчас спущу, давай. Твою. Что-то я немного не понял, как с этими же штуками взаимодействовать. Так вот. Я уже, честно говоря, хочу ее допройти, потому что... But something was afoot in the gardens of Peru. This хочу уже horrid начать muck проходить staining the какую-нибудь surfaces новогоднюю and игру making my зимнюю. nose curl. И я вам даже больше скажу, я Yes, уже it нашел was такую игру. positively Она довольно короткая, pavilion но in sense. очень тоже красиво But it did сделана not и belong очень here. с хорошей новогодней I think I атмосферой. once told you of Auntie Masha's Вот. passionate encounter in a Я cable car думаю, with the вам manganese entrepreneur понравится from должно. Chetura. Now, Auntie Masha told me that there was a disagreeable stain and smell all around those factories and smelting works. Our industry is not without its Блин, dangers. как же я собак люблю. Could it Это be that the once bucolic gardens of Peru они were being прикольные corrupted by такие unchecked вообще. pollution? Я After люблю all, этих science собак. is a double-edged sword, my bristly confidant. Consider Demikhov. Of course. I apologize. Прошу прощения. Прошу Two-headed dogs is прощения. perhaps a rather insensitive analogy, but not without justification in this instance. I have seen the blemished lands around Norilsk, but I could not believe that I would find such pollution here. But this was nothing to the true horror of what was shortly to unfold. Судя по его словам, сейчас должно начаться что-то страшное. Так, нас куда-то принесло вообще наверх. И давайте... Опа, отлично. Мельница. Смотрите, гигантские воздушные мельницы. Это, кстати, напоминает этого. Книгу про Дон Кихота. Когда он там с мельницами воевать пошел. Почему-то вот у меня такая ассоциация сейчас. Так, опять непонятный механизм. Давайте попробуем разобраться. Я так понимаю, смотрите, мельница, по-моему, начинает подниматься. То есть, я так понимаю, вот так. А, надо просто оттянуть его так, чтобы стрелки попали, когда ты отпускаешь. Господи, что это такое? Кто это такой? Что за хрень? That terrible, страшная машина, spewing its Страшная poison into машина. the air, Надо had created оттянуть стрелки так, чтобы она... a being, a malignant spoiler of the noble and pure, and it had taken on the form of its prey. Of course. Что это было Конечно, такое? I was the prey. The citizens of Peru had clearly long since fled the evilly sentient smog, but I inadvertently wandered into its lair. Oh, I know. Misfortune seemed to dog... Oh, sorry, I do apologize. To follow my every footstep. But no time to ponder, no time to bemoan the hand that fate had dealt me. No, all that was on my mind was escape, конечно.
Кстати, вы заметили, что в этом эпизоде он гораздо больше употребляет, скажем так, вот этих вот слов русских, чем во всей остальной игре употреблял. Не знаю, может это так специально или нет. Yes, it was most interesting. Но хотя The в начале windmills seemed to игры be from an earlier age. меня Perhaps this was раздражало a вот это вот, devastating то, что warning of the половину destructive на power of английском, unfettered на ломаном, industrialization. причем английском, половину на еще I most более certainly had ломаном not русском. forgotten about the windmills. Но I щас did меня not get это carried away. прикалывает. You are missing the point. Perhaps because you are only a small Вот dog. смотри, то есть мы можем Oh, a brilliant, brave, spacefaring dog, of course, but a small Sabashka nonetheless. сейчас If you perhaps listened more and interrupted less, I'm just getting to the explanation of the windmills. всё. Опа. Но, кстати, мне бы хотелось, чтобы он чуть-чуть побыстрее шуровал. Нет возможности ускорить, с одной стороны. С другой стороны, он сам себя очень медленно передвигается. Слушайте, мне казалось... Опять это! Я не только My сказал, stinky хотел сказать, nemesis was что back. мне But показалось, more что interesting was опять the это... change in the Ой, city. это я там... Что мне делать-то надо? Эй, My stinky nemesis was куда back. бежать? But more interesting was the change in the city. The windmills were fading вот, out. надо как-то успеть, что... Подгадать как-то надо. Понятно. Сейчас. Ай, что это My за хрень stinky такая? nemesis was back. But more interesting was the change in the city. Давай, побежали. Windmills were fading out, clearly obsoleted, mothballed, relics. Побежали, Instead, побежали. a sense of an obsession with Чёрт. power was А apparent. смотрите, его сдувает Vast вот эти engines, вот... terrible machines, вентиляции. ever hungry and reliant on the rapid consumption of Я уж fuel, подумал, the мне щас production опять of писец toxic звонит. fumes and choking gases. Pride, my pushisti compadre, pride, ambitia, ambition, the dark side of science. Zemechov's had too many. Don't be ridiculous, dog. Only a durak with the intellectual capacity of a ringworm would think windmills are in any way harmful. Что это за город? Мне, кстати, напоминает это из игры Mist Exhale. Там был примерно такой же мир этих как его? Машин, механизмов разных. Так. Скажи, я где-то слышу там всплеск, скажем так, тока. Так, погодите, а нам наверх не надо туда, что ли? Или что? Все, я понял, нам надо тащить вот эту штуку. Да, и, соответственно, мы сможем подняться выше. Запрыгнуть выше. Так. Давайте. Я думаю, этого хватит. Отлично, хватило. Хватила очередная штука. Что в тебя-то, блин? Давай быстрее. Быстрее. Что это за фигня такая? Так, веревка. Дотянусь. Отлично.
на шар. Блин, ну прикольная локация сделана, я ничего рассказать не могу. Прикольно сделано. Of course, you never had much of a chance to travel. Sarcasm doesn't suit you. You don't have the tail for it. Да, at least have a tail. как-то я так-то. Так, нам бежать, я так понимаю, туда, да? Черт. Черт. Побери. Давай быстрей. Быстрей давай. Веревка. Тихо. Of course, you never had much of a chance to travel. Sarcasm doesn't suit you. You don't have the tail for it. Блин, не надо. You at least have a tail. Погодите, я что-то немножко не пойму, как бы нам на ту веревку перескочить. Of course, you never had much of a chance to travel. Sarcasm doesn't suit you. You don't have the tail. Знаете, а вот, она, оказывается, You do at least have a tail. Mind you, it was maintained that so did Uncle Rablin. So it was apparently little more than a stub, and a source of considerable discomfort and social anxiety for him. The question of whether or not Uncle Rablin wagged his stub is very much off topic. What I am trying to say is that your upbringing on the streets of Moscow meant you never saw the blackened fields of Magnitogorsk, the sacrifices made by the valiant citizens of that industrial heartland, as they drowned in their own blight, even as they powered the state forwards. I was reminded of Magnitogorsk as I wandered through those fields of pipes and foundries. And I wept for the loss of innocence that so often goes hand in hand with progress. Каким-то газом, что ли, облака заполнены, зеленые. Мы не отправимся от них. Ладно, от таких потоков. А видите, он еще тяжелее начал бежать в этой атмосфере, по-моему. По крайней мере, как мне показалось, тяжелее передвигается. Блин, хотел бы я в таких полетать. Так, что-то не так. Жару несло. Ну-ка не ты, пожалуйста, чувак. Нет. Давай, беги, я понимаю, что тебе хреново, но тебя сейчас догонят. Благо этому только фигово бежать. Нет, не бежит. Нет. Давай. Блин. Давай, прыгай, я понимаю, что тебе хреново, но... Indeed! I just evaded the slimy, oily grasp of that man-made Vadzinoy, his petroleum stink clogging my nostrils and making my head thump. And I felt a great stirring within me. Yes, much like, I assume, Cousin Pavel. May he never get loose again. But no, quite different. This was no volcanic upbubbling of gastric malintent. No, it was the roaring fires of justice once more ignited within me. I felt a swell of patriotic fervor and knew the hand of destiny had fallen on me once more. Yes, what a hand it was! I could not see this great wonder sink into an abyss of poison and bile. The Perunians may have been forced to abandon their city, but I had saved the world once before and was ready to answer the call again. Так, и что дальше? Да, нас принесет теперь смотреть, по-моему, это Кремль. Нет. Или что-то...
Извиняюсь, или что-то очень похожее на это. Зато теперь мы бегаем нормально, вроде бы как. Так, нам как-то надо до второго. На недельку до второго я уеду в Комарово, отлично. До третьего, ну тут вроде не сложно. What strange metal Bielorybitsa clearly designed to swim through the air? I was amazed. And there was more. Beneath the fins, I spotted the apertures of hoses and was reminded of the time Auntie Agrafina devised a contraption to water all of her copious algae beds simultaneously with one flush of the toilet by a system of pipes and valves that ran throughout her house. Можно так сказать, in a manner of speaking, yes. Her algae were most irrigated, although her neighbor Victor was washing his trousers in the sink at the time and was bruised quite severely about the face and body. But these were no ordinary flying metal fish. They were designed to expel air, fresh air, and push back the polluted clouds. Что мне вот... блин, я чуть не заметил ее. А я так понимаю, мы должны эту... Чем-то мне, кстати, вот именно вот эта зеленая локация напоминает фабрику Кортекса из Крэша 2. Там тоже все примерно в таком же стиле сделано. Извиняюсь опять. Так, а там-то дальше нам куда? Гляну? Нет. Во. Хорошо, а что-то дальше куда? Вот какой-то рычаг. Рычаг закрепил. Потом все понятно. There is, of course, a fine tradition of looking to nature to solve problems of a scientific or military persuasion. Yes, as you well know. My nephew Sergei, yes, the very same. Poor lad with his dermatological eruptions. Well, Sergei was stationed recently at Kazachya Bukhta, where dolphins were being trained as brilliant aquatic agents of socialism. Why not then be inspired by marine life? Why, there is a fish, I heard, that can shoot jets of water from beneath the surface to knock its prey off little tiny twigs and into its mouth. If you were to tell the average mushroom chef that a dog would orbit the Earth, I suspect you would receive a similarly sneering response. No, that is because you are a small, hairy hound of uncertain parentage. I, on the other hand, am a cosmonaut, the product of many months of training, and I realized the answer to pollution was here all along. The Peronians, tragically, had simply never had time to finish their fleet. If only I could find a working flying fish. If only. If only. Yes. If only. Вентилятор, скажем так. Теперь мы возвращаемся, включаем тот вентилятор и радуемся жизни. Я понял правильно. Давайте попробуем. Так, сейчас нас в сторону сдует. О, все, отлично. Так, стоим, ждем, не лезем пока. Да. Ты чё ты боишься, орёт он.
It made perfect sense, of course. The poisonous tuhata that engulfed Barun was like a nasty cold. And you know what to do with a cold to rid yourself of it. You may not get colds, but nor can you operate pea-shelling machinery. So don't get ideas above your station. We humans, on the other hand, may produce up to 16 million perfectly unshelled peas in an average shift. But we are martyrs to our sinuses. But to clear them, aha! These are remedies we Russians have been perfecting over the long centuries of harsh winters. Onions. A quick snifter of onion oil will clear your head faster than a Pragviev can clear a hypothetical minefield. Yes, if I could find a functional fish, I would become that onion. Это вверх вообще. Вот вверх полетели. Должны сделать. Но я так понимаю, мы в правильном направлении все сделали. Ой, что я не напрыгнул. По-моему, мы все в правильном направлении сделали. У нас прошло сохранение. Это хорошо. I was close. I could feel it. Yes, the working fish, the ribka. I could feel I was at the heart of Barun, and my noxious pursuer had renewed its chase with a terrible vigor. Самый последний момент, блин. I was close. I could feel it. Yes, the working fish, the ribka. I could feel I was at the heart of Barun, and my noxious pursuer had renewed its chase with a terrible vigor. Дивизию. Лишь бы там третьего вида не было, лишь бы там не было третьего вида. Заканчивайся. Not far now. I just had to keep going, keep pushing. It's almost as if you knew, Pavel. Давай, быстрее. Обалдеть. Быстрее на меня, а? Надеюсь, я правильно? Да. Вроде бы правильно. There she was, a beautiful sight, her scales shimmering in the sunlight,
her fins poised for action, her onion cannons primed for a great aerial conflict unseen in the annals of human endeavor. And you are just jealous it was a bigger flying machine than yours. No, my bilious pal. It was time for science to fight back. Yes, my hairy compatriot. Поехали! Onwards to victory! Как я и говорил, сейчас нам надо будет распределить эти облака. Вот. Так, это управлять, понятно. Вниз. Понятно. Вот это вот будет проблема. Сейчас я всех вам попробую. Ай. Да, это будет проблемой. Только такие, которые подсвечиваются. Понятно. Попробуем. Так, вниз. Да, блин.
It was a miracle. Что-то I found было. myself swooping through beautiful clear skies, the strange interior sunlight gleaming on the sides of my fishy vessel. I heard birds clear their little Но это throats было что-то. and begin their Я не wondrous знаю, gavotte, сколько я там the мучился, wind но gently humming on the надеюсь, он fields. больше не вернется. And then, all of a sudden, under it all, well, you see, in my hurry, it didn't even occur to me to check how much fuel was carried in the strange craft. The horrible splutter, the engines choked and died, and suddenly we were plummeting downwards towards our doom. Я не могу сейчас поставить второй монитор, у меня просто I did not. станция не A позволяет. simple mistake У that меня в many have комнате made. ремонт, и я сейчас в Why, другой my Aunt комнате, Agrafina met поэтому her untimely demise being late for a fungal sculpting установки просто seminar нет, and чтобы making поставить exactly второй the монитор, same error. даже планшет. Only, unfortunately, it left her stranded in sub-zero temperatures just outside Pravachitsinsk. У меня вы сейчас этого не Found видите, until но у меня 18 years after her руки own дрожат funeral, на полном but was серьезе. perfectly preserved. Remarkable, really. It is beside the point, yes. So, there I was. My fabulous ship had become a terrible prison. I was hurtling to my almost certain death. My triumph turned to tragedy. But then... Well, you know what happened next. Even so, moi magnati drug, that is a story for another time. A most extraordinary story, of course, filled with dangers and wonders, and canals, and invasions, and strange doorways to other worlds. But perhaps too long a story for now. Yes, indeed, my canine tavarish. Time for soup. Auntie Agrafina's famous borscht. Coming? Ребят. You know, I think you really did have the happier time in Peru. The benefits of being a suitcase-sized dog in a little space machine, perhaps. Ah, yes, the correct term is indeed capsule, as I told the general once. Why, a letter just the other week? He's thinking of Будут болтать retiring. в течение всех титров. Yes, and moving to Bashkiria to nurture bees. Bees? Surprised me too. I thought if animal husbandry was to be his passion, it would be a large, manly animal like elk, or bears, or a caban. Perhaps the bees he is А ведь thinking of маме are так будут particularly барабанить во militaristic. время всех титров. Or stingy, yes. Did you Давайте want сейчас они bread with your пройдут, soup? они перестанут болтать, и я вам всё In which скажу. case, there's half a tin of На old русской игре beef you could хорошего и also плохого. finish. Вы Somewhat если grey, не изучали. but I'm sure it won't taste awful. Yes, my four-legged associate. Now, did I ever tell you the story of when Uncle Rablien got his stub ensnared in the seat of a wicker chair in the finest fish restaurant in the whole of Tольятти? Все, не кончили болтать. Ну тогда давайте начну рассказывать. Собственно, ребят, игра неплохая, я очень люблю платформеры, вы знаете, и несмотря на то, что они порой бывают очень сложные, как, например, Crash, любая игра Crash, она по-своему сложная, вот. И вот, кстати, эта игра, казалось бы, что там, прыгаешь там, то есть иногда решаешь головоломки. Вот, причем головоломки-то в этой игре довольно-таки простые, то есть даже настолько простые, что порой кажутся детскими. То есть, ну, я бы, если бы эту игру делал, я бы хоть чуть-чуть бы их усложнил, хотя сам тоже не люблю сильно прямо сложные головоломки. Ну вот. Казалось бы, да, то есть ничего сложного, но на последних уровнях она довольно становится сложной. И таких, как, например, внутриземельный космос, столб мира, и вот это последний. Да, у меня отрубился контроллер. Вот, и вот этот вот последний порция лука. Вот, но
действительно сложные, потому что особенно вот порция лука, вот с этим вот боссом, блин, когда там летать и в него стрелять, это очень сложно. С первого раза вы не пройдете и психанете несколько раз, это точно, если вы только не очень уравновешенный человек. Я довольно, вы знаете, так нервически к этому отношусь, в том плане, что психую очень сильно на таких моментах. Вот. Поэтому довольно-таки для меня было сложно вот этот вот порция лук уровень да пройти, скажем так. А, в целом игра очень красиво сделана, очень атмосферно, в том числе и локации все проработаны очень хорошо, очень красочно сделаны. Вот, что касается музыки, она тут в тему в основном, то есть, ну, на мой вкус, она тут в основном в тему идет, то есть очень, кстати, красиво написанная музыка, очень такая красивая. Вот, то есть, ну, вы сами видели, насколько эта игра красиво сделана, и музыка как бы тут только ее подчеркивает. То есть бывает такое, что вот когда ты играешь в игру, кажется, ну все, ну красиво сделано, красиво там а, а, локации четко проработаны, да, детально, но вот музыка, вот что-то не то. Или наоборот, музыка красивая, все там спокойное там, или наоборот, в зависимости от уровня там, ну, короче, подходит под уровень, вот. Но, блин, уровни фигово проработаны. Или неинтересный сюжет, или что. Вот в этой игре тут все как-то вот оно сложилось. Ну, по крайней мере, на мой взгляд и вкус, вот, и игра получилась довольно достойная. Да, не переплюнет где-то, может быть, ту же самую Crash Bandicoot, с которой а, эта игра была скопирована. Ну, не совсем прям скопирована, но вот формат вот этой вот игры, он сделан как раз под Crash Bandicoot. Вот. Все-таки Crash Bandicoot это уже как не как классика консольных игр. Вот. Кстати, я тут в процессе этого прохождения узнал, что эта игра была вначале разработана под эм, iOS, по-моему, да, то есть под Apple, и только потом ее портировали на PS4, и вот только после PS4 ее портанули как раз на ПК. Вот. На ПК, что я на других платформах не играл, естественно, но что касается ПК, ребят, если будете в нее играть, то на контроллере. Вот мой вам совет: играйте в нее на контроллере. Потому что с кнопок это очень неудобно. Вот я сейчас пытался, когда с боссом этим стрелялся в порции лука, я старался, ну, попытался сыграть с клавиатурой и понял, что не мое играть в платформеры на клавиатуре. Вот. Если нет контроллера, тогда, ну, тогда уж я вам очень сочувствую, потому что вам, наверное, будет довольно в некоторых моментах проблематично. Вот. А так, в целом, никаких нареканий насчет этой игры нету. Единственное, что, может быть, я говорю, головоломки чуть, может быть, посложнее. Еще, может быть, я бы немножечко повыразительнее сделал мимику главного героя, но просто на мой вкус у него лицо как бревно. Вот на полном серьезе у него лицо почему-то такое, как будто бы бревно. Ну вот, понятно, что на этом не, ну, как бы ты не будешь постоянно видеть его лицо в кадре, но в некоторых случаях его довольно хорошо видно, и хотелось бы в таких моментах, чтобы повыразительней она была, эта мимика его. Собственно, игра получилась классная, игра получилась очень классная по графике, на контроллере очень удобная по управлению именно на контроллере, но не очень удобная по управлению именно с клавиатуры. Вот. И единственное, что, может быть, где-то ей добавить сложности не за счет боссов,
а где-то, может быть, за счет за счет головоломок. Потому что головоломок мне тут не хватило в плане сложности. Мне не хватило сложности головоломок. Все, уже начинаю запинаться, а значит, пора, собственно, закругляться в рифму. Сказал, ну и ладно. Собственно, игра получилась, как я сказал, хорошая, но немножечко недоработанная в плане сложности и управления. Кое-где, может быть, в плане графики этого мимики главного героя. В целом, вот это несколько минусов, но они несущественные. Чисто вкусовщина, а так игра получилась очень довольно хорошая. А играть в нее или нет, решать, как обычно, только вам. А мне лишь остается сказать спасибо, что посмотрели это видео и это прохождение. Если оно вам понравилось, то подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео. А с вами был Дима, всем удачи и всем пока. И увидимся на следующем прохождении.